Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события недели с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. И сегодня у нас будут две колоды карт. Оракул Ленорман и Таро Висконти Сфорца. Вот давайте у Оракула Ленорман поинтересуемся, что будет на повестке дня. Время сейчас такое, что 28 июня, в конце месяца, присоединилась к Венере, которая находится в знаке Льва, Лилит или Черная Луна. И несмотря на то, что это просто какой-то пункт, точка, на нас на всех очень даже оказывает влияние. И причем 28-го это как бы кульминационная дата, но проигрывается это несколько дней раньше и позже. И сколько конкретно, нам об этом не говорят. Поэтому тут эмоциональный фон очень важен. Можете перейти на вкладку «Сообщество», и там я оставила ссылку на свой сайт. На сайте есть как и статья, так и есть видео для всех знаков зодиака, таро прогнозы именно вот связанные с этим явлением. Давайте узнаем, что думает Оракул для вас. Крест выпадает. Вообще эта карта соответствует шестерке треф. И как любая 6, это какая-то победа. Какой-то вы вопрос. Может быть, как раз если мы говорим как полилит, это кармические уроки, по сути дела. Что такое кармический урок? Это какая-то ситуация, которая, может быть, многократно проигрывалась в вашей жизни. Или какой-то вопрос, который мы долгое время пытались решить. Но либо как-то карта, что называется, не ложилась, или события не складывались, фишки небесные в какой-то не той последовательности находились, но какие-то миллион причин того дела, которое мы себе поставили как цель, а все не получалось, какая-то реализация. Так вот здесь, когда, тем более, если мы говорим кармические уроки, сейчас период такой, а у вас еще выпадает именно на оракуле карта креста, так это точно, мои дорогие, вы определенно решите какой-то вопрос. Очень продуктивная неделя. И сама по себе карта удачи. Она в этом значении, как у оракула, идет как удачное решение вопросов или стечение обстоятельств. Вот есть такой момент. Так еще и нам подсказывают 6. 36 это номер карты. И он, кстати, 6 как будто многократно, несколько раз сильнее делает вот все те значения, которые со знаком плюс. И надо сказать, что треф это как раз соответствует где-то жезлам. И второе, это у нас карта победителя. И победитель должен удерживать победу по всем сферам жизни. У кого-то проиграться может в личной жизни как гармоничные отношения. Как будто мы с партнером заодно. Мы думаем в унисон. Мы понимаем друг друга без слов. Это уже, в принципе, карта зрелой личности. Когда вы очень гармонично видите мир, умеете, когда нужно, отбросить какие-то эмоции, оставить какую-то конкретику и очень здраво решать, пункт за пунктом осуществлять какой-то свой план, который в результате как раз и приводит к победе. Но надо сказать, эта карта дает нам и романтический какой-то настрой, поэтому про теплые чувства, не про страсть, безусловно, но именно взаимопонимание, любовь, вот в таком, знаете, всеобъемлющем варианте, когда мы просто счастливы. Если мы говорим о работе, то вы будете отдавать предпочтение людям, которые не 2 пишем, 3 в уме держим, а как раз искренним каким-то отношениям. Вам и хочется сформировать свое окружение, чтобы это были люди, где-то, может быть, и весомые в плане возможностей, власти и денег, но и строились не на заинтересованности какой-то сиюминутной ваши отношения, даже если это бизнес, а именно когда я могу доверять партнерам, а они могут доверять мне. Есть такой момент, как, знаете, мы исцеляемся от чего-то, избавляемся, может быть, решаем какие-то вопросы. Тут как раз завершение само по себе каких-то как уроков, если мы переведем на наш земной язык, то, что мы себе запланировали, и даже то, что у нас не получалось осуществить.
Не совсем, может быть, в разрезе одной недели, как будто мы уже завершим, но, видимо, уже исход какого-то дела, он близок. И именно с положительным значением, когда это нас, безусловно, обрадует. Давайте дополним значение картами Таро. И первая карта. Что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время, как видят карты, или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергии посмотрим, что по финансам, как видят карты, и в личной жизни. Что нам расскажут, что важно знать, но это вы сами. Ну, ваши задумки, все то, что я перечисляла по карте крест, у каждого здесь своя какая-то стезя, канва, направление, то, что в планах вы себе построили. Это могут быть еще и личные отношения или ваше взаимодействие с партнером, может быть, у кого-то вообще какой-то бизнес даже. Я имею в виду почему? Потому что даже дела как будто вы будете решать сообща. Может быть, обсуждать что-то будете или делиться будете со своим близким человеком. Для тех, кто один или одна, но все равно есть элемент того, что вы остаетесь довольны. Потому что, безусловно, по королю кубков проигрывается всегда 2 сферы. Первый какой-то эмоциональный фон, который нас абсолютно точно оставляет довольным. И второй момент – это материальный. И тут тоже как будто у вас все под контролем. Но важно знать, что наши все планы должны продолжаться как раз очень продуктивный период, сделать то, что вы себе наметили. Будь на своей волне, одним словом, мои дорогие. Чего не избежать? Есть какие-то тайны, не избежать независимости. Вот, то есть не избежать, может быть, того, что если мы сказали быть на своей волне, так вот держать свою марку до конца. Не поддаваться никак на уговоры какие-то. Видимо, ведь это у нас карта интуиции, значит, вы как будто точно знаете какое-то направление. Или как решить вопрос, в какие двери зайти, что сказать, допустим, чиновнику. Или вот когда вы идете какие-то, ну, подписывать документы, или договариваться, или контракты заключать, что бы ни было. Вот вы будете видеть или чувствовать, как и людей, так и в каком контексте держать с ними разговор. Потому что всегда верховная жрица – это карта тайных знаний, почему мы говорим на интуицию. И часто нам именно интуиция дает правильные подсказки, где промолчать, ну а где правильную фразу сказать. Вот буквально, если какие-то неожиданности. Могут быть, если мы говорим, чего не избежать. Знаете, обстановка вокруг вас может быть непонятная. То есть нам нужно что-то проанализировать, увидеть не только то, что нам пытаются, может быть, продемонстрировать. Или обстановка вокруг вас может быть такая, знаете, как, ну, правда, смотря кто меня смотрит из разных стран, и может быть, как даже какой-то хаос. И вот как будто интуиция, вы можете правильно, благодаря ей, оценить эту обстановку, увидеть, к чему все дело идет, и словно рак знает, как мне действовать, как мне не действовать. Вот правда, какие-то тайные знания, это тайные знания нашей души, чего не избежать. Вы можете, кстати, даже неплохо бы сделать какую-то заначку. Или как-то вот, видимо, с деньгами, может быть, не всю сумму выкладывать. Или, ну, есть такой элемент, что мы должны быть немножко скрытны. Нам это играет в плюс. Что чему сейчас не время или что нам может помешать? Туз жезлов, вы знаете, но если только какая-то горячность, если мы, хотя тут не совсем про это, нет практически ничего, чтобы вам сейчас мешало. Тут как раз какой-то шанс, какая-то возможность или какое-то ваше решение. Может быть, единственное, иногда есть элемент внезапности, поэтому вот внезапно, спонтанно что-то делать точно не нужно. Ну, нам уже об этом и говорили. А так, в принципе, какие-то новые возможности мы не должны, может быть, прошляпить. Вот в этом значении, скорее всего, нам карта говорит. Знаете, ведь возможности не всегда приходят, как мы
планировали что-то, значит, вы можете оказаться в такой ситуации, когда даже какая-то патовая для кого-то ситуация для вас может быть как какой-то шанс. Но, с другой стороны, мы не надеемся на Его Величество счастливый случай. И то, что торопиться не стоит, а нужно как-то проанализировать и словно посоветоваться с собственной интуицией. Вот это железно. Давайте посмотрим, а что нам будет помогать. Вот дополняет значение. Карта умеренности, и это карта гармонии в душе, когда мы никуда не спешим. Нам помогают буквально какие-то даже задержки, мои дорогие. Не торопитесь, если какой-то вопрос на этой неделе словно завис. Нам ведь уже карта Крест сказала, что тут не просто какая-то победа, а тут многократно усиленная победа. И поэтому все решится в свое время. Значит, уже где-то там в небесной канцелярии сроки расписаны, когда исполнятся все ваши желания. И вот выдержка, хладнокровие, оптимизм и умение, видимо, держать осанку — это все то, что нам помогает. Даже если какая-то ситуация, ну вот не сию секунду решилась или не в тот момент, как вы себе запланировали, ну, может быть, на следующий день. То есть вообще в целом еще по этой карте нам помогает, знаете, когда мы хладнокровно оцениваем ситуацию какую-то. Потому что ведь по этой карте она достаточно холодная по энергетике. И значит, и мы где-то должны быть вот так же логично, хладнокровно настроены, рассмотреть любые варианты, которые нам преподнесет жизнь, или любые возможности, что-то оценить, может быть, где-то собрать информацию, а что-то и буквально математически просчитать. Вот когда мы не спешим, вот у нас такие возможности определенно будут. Поэтому вот если не время, какой-то горячности, какому-то импульсу, порыву, да, потому что всегда, сейчас надо сказать, ведь и период-то такой, когда Венера, которая как раз присоединилась, черная луна, она находится во Льве. И вот наше эго нас словно может так вот, знаете, прямо подстегивать. Ну, давай скажи все, что ты думаешь. Или действуй там вот прямо по своему импульсу. А тут нужно разграничить, что это. Это эмоция, это вот действительно это импульс. Или все же это мне интуиция говорит действовать в моменте здесь и сейчас. Правда, тут без интуиции не обойдешься. Вот какая-то такая, может быть, ситуация двоякая у вас, ведь старший аркан выпадает, когда придется где-то, может быть, и ускориться, а где-то и словно сделать паузу, а где-то прислушаться и к собственной интуиции и пронаблюдать, как развиваются события. И тут тоже тогда нам поспешность какая-то явно не поможет. Я бы сказала, вообще какая-то горячность так точно нет. Давайте посмотрим дела, работа, бизнес. Еще раз нам про хладнокровие. И, кстати, мы можем столкнуться с людьми, которые хамы, извините. Вот правда. Бунтарь без причины, и называется карта в колоде Таро иллюминатов, и, наверное, лучше не скажешь. С другой стороны, в нашем случае это проигрывается со знаком плюс, когда мы доверяем истине какой-то. Мы можем искать эту истину. Мы можем, допустим, узнавать у людей сведущих, то есть у специалистов, как правильно оформить документ, как правильно оформить какое-то дело, вопрос решить. Именно по закону или в документах, как это прописать буквально, чтобы не было ошибок. Вот в этом смысле карта проигрывается вот в какой-то пунктуальности, в какой-то такой, знаете, ну, не просто даже пунктуальности, а когда мы буквально до буквы все проверяем, скрупулезно выверяем, сами где-то не допускаем никаких эмоций, опять же, вот это все нам играет в плюс. Но если мы сталкиваемся вот с такими персонажами, как я сказала, да, которые врываются в нашу жизнь без приглашения, пытаются наводить свои порядки, устанавливать какие-то свои табу, или говорят, как нам делать, чего нам не делать, или настаивают, чтобы мы их поддержали.
мы занимаем позицию стороннего наблюдателя. Вот вполне вероятно, поэтому вам и выпадает Верховная Жрица, а ведь это хладнокровие в первую очередь, независимость. Значит, мы не должны попасть как в скользкие какие-то зависимые отношения или в какую-то щекотливую ситуацию, когда в последующем мы можем совершить какую-то оплошность, и закон будет работать против нас, поэтому будьте внимательны. Вот если мы в таких энергиях, которые нам помогают, как я уже обрисовала, тогда практически мы все вопросы порешаем. И не будем вовлечены в те, которые нам как будто в том направлении не нужно. Финансы. Не торопитесь тратить деньги, 4 мечей, я складываю оружие. То есть, если на финансы, буквально деньги я не трачу. Значит, если какие-то серьезные покупки или сделки у кого-то, или что-то такое вот, да, на повестке дня, но не на этой неделе что-то глобальное мы покупаем, ну, намечать что-то, да, или прицеливаться, прицениваться, великолепно. Но по этой карте нам вообще приглашают нас отдохнуть. И сказать, что вот достали из кармана деньги и сказали возьмите, то нет. Как будто больше на экономию. 4 это всегда, знаете, какая-то статика. Это есть определенная надежность. И, видимо, когда мы складываем оружие или складываем деньги в свой карман буквально, и что-то сохраняем, нам это тоже помогает. Ну, по крайней мере, так видят карты. Что в личной жизни? Опять мечевая карта. С одной стороны, это может быть буквально вопросы, например, когда мы обращаемся к специалистам для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Ваша карта ведь выпала уже в самом начале, поэтому, наверное, у кого какая сейчас личная ситуация, вот она где-то такой же останется. Нет больших изменений. Тут у вас или если стояли уже вопросы, мы говорим кармический долг, то тогда, скорее всего, что-то мы тут завершаем, оформляем. Но сказать, что мы начинаем что-то, как новые отношения, то нет, ни одна карта нам об этом не говорит. И вот, кстати, про завершение, про решение вопросов, и если тут у нас рыцарь мечей, а здесь нам уже сам король мечей выпадает, это где-то по энергетике карта императора. Когда мы надеемся сами на себя, когда мы должны все скрупулезно, повторяюсь уже, ну так карты ложатся, мы должны все просчитать. Не должно быть какой-то ошибки. Мы должны себя подстраховать. Мы не надеемся на Его Величество счастливый случай. Мы не надеемся на людей. Мы, кстати, можем рассчитывать только на букву закона. И по этой карте предполагается, что мы можем обращаться, предположим, к юристам, к адвокатам, или какая-то медиаторская, может быть, служба. Ну, все зависит от того, что у вас на повестке дня. Или, может быть, те чиновники, которые какие-то вопросы решают, обладают определенными полномочиями, знают, как оформить правильно какое-то дело. То есть мы что-то узнаем, опять же, наверняка. Не приблизительно, не может быть, не по совету друзей, а вот именно как вот прописано по закону. Или мы можем обращаться, кстати, у кого-то тоже может проиграться личная жизнь, к специалистам, например, как это могут быть врачи или какие-то узкие специалисты. Ну, может быть, у кого-то проиграется дома ремонт буквально, так ведь тоже может быть. Или какая-то поломка, когда нам будет нужен именно какой-то человек, который знает какую-то тонкость, как правильно ее сделать, совершить, решить, исправить. Ну, вот в этом значении тоже может быть. Но чаще, безусловно, это люди статусные, это те, которые больше принадлежат либо к чиновникам высокого ранга, представителям закона, опять же, и власти, поэтому законы мы не нарушаем, и тогда они работают в отношении нас только в помощь, и в данном случае вот такая педантичность нам тоже помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.